Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю всемирно известный, необыкновенно просто вкусный, нежнейший французский яблочный пирог «Невидимый». Пирог получается настолько нежным, что тесто при выпечке здесь, смешиваясь с яблоками, превращается в крем. Пирог советую всем приготовить. Готовится из самых простых и доступных продуктов. Готовится в несколько раз проще, чем обычная шарлотка. Сначала подготовлю яблоки. Здесь у меня примерно 1 килограмм 200 грамм яблок. Покислее нужно брать яблоки. У меня они очень нежные, поэтому они настолько нежные, они растворились у меня даже при выпечке вот в начинке. То есть, если вы возьмете яблоки такого более твердого сорта, то в начинке они у вас все-таки будут более видны. Потому что у меня они нежнейшие, можно сказать. Яблоки я натираю сейчас на терке на очень таком узком делении. Если вы возьмете деление немножко пошире, дольки яблок будут более видны тогда в пироге, но я люблю, чтобы они были очень тоненькие. Сняла цедру с одного лимона и также добавлю в яблоки сок одного лимона. Цедру вы можете не добавлять, если вы ее не любите, но сок лимона добавить нужно. Вместо цедры лимона вы можете туда добавить корицу, если вы любите корицу, допустим, 1 чайную ложку. Но нужно учитывать то, что само тесто тогда окрасится в такой коричневатый цвет. Яблоки все перемешала активно с лимонным соком и отставлю их пока в сторону и подготовлю форму. Форму для выпечки я беру круглую, 20 сантиметров в диаметре. Дно формы я застелила пергаментом. Силиконизированная у меня здесь бумага для выпечки. И боковины формы слегка припыляю мукой. И теперь приготовлю само тесто. Оно простейшее. Для этого мне понадобится 3 яйца среднего размера. Щепотку соли туда добавляю. 8 грамм ванильного сахара. 80 грамм сахара. Повзбиваю примерно 3 минуты. Дольше взбивать нету смысла. Добавляю туда сейчас 40 грамм растопленного сливочного масла. Оно не должно быть горячим, комнатной температуры. Все просто перемешала, ничего уже дальше не взбиваю. 150 миллилитров молока добавляю. Перемешиваю. Нежнейшая начинка будет, просто как крем. 120 грамм муки и 1 чайную ложку без горки разрыхлителя. Просеиваю все это в жидкую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Просто перемешиваю. Вот сейчас на данном этапе добавляю теперь в тесто подготовленную мною ранее цедру лимона. Вы можете не добавлять цедру лимона, это все на ваше усмотрение. Сейчас всю яблочную смесь я просто заливаю этим жидким тестом. Я ничего здесь слоями не буду укладывать. Все это вот как уложится, так оно и будет у меня в начинке. И еще раз повторяю, если вы яблоки будете натирать на более таком широком делении на терке, в начинке яблоки будут более видны, потому что они у меня уже были настолько тонкие, что они просто растворились уже с тестом. Убираю выпекаться 180 градусов Цельсия, режим вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне на 1 час. Все будет зависеть от вашей духовки. Пирог у меня испекся, даю ему полностью остыть сейчас до комнатной температуры. Даем ему полностью остыть в форме, он потом превосходно отделяется от формы. Нарезается прекрасно, то есть он не превращается здесь ни в кашу, он не вытекает из формы. Нежнейший и проще гораздо готовится, меньше его нужно взбивать, чем шарлотку. Как приготовить шарлотку, тоже есть подробное видео на моем канале. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.